Наступила осень, и предместья города преобразились в невероятное зрелище. Листья на деревьях начали желтеть, а река, омывающая береговые линии, разлилась, создавая угрожающую атмосферу. Вода сверкала на солнце, но в ее глубоких водах таилась угроза. Издалека доносились звуки природы, но в тот день один звук выделялся особенно – пронзительный крик о помощи. Соня, молодая девушка с открытым сердцем и неугасимой любознательностью, использовала каждую минуту, чтобы исследовать окрестные просторы. Однажды, прогуливаясь вдоль реки, она не могла игнорировать этот голос. Ее сердце забилось быстрее, и она бросилась в сторону реки, где, как ей казалось, раздавался звук. Бросив все, что у нее было, она бежала, не зная, что ждет ее впереди. Когда Соня добралась до реки, ее ожидал ужас. В ледяной воде, плещущейся от сильного течения, она заметила овчарку. Это была Герда. На ее шее висел мешок, который тянул ее на дно. Сердце Сони сжалось, когда она поняла, что у Герды нет шансов выжить, если ей не помочь. Без раздумий Соня прыгнула в холодную воду, ощущая, как ледяные волны обнимают ее тело. Пульс ее сердца стал бешеным, но страх не остановил ее. Она плыла к Герде, преодолевая ужас, холод и отчаяние. Каждая секунда казалась вечностью, но вниманием была только одна цель – спасти эту несчастную собаку. Наконец она достигла Герды и, собрав все свои силы, вытащила ее на берег. Соня резко села на землю, пытаясь отдышаться, ее тело тряслось от холода, а страх о том, что она могла потерять Герду, вызывал слезы на глазах. Герда была жива, но ее тело выглядело истощенным, и единственный звук, который она издавала, походил на стон. Соня прижала овчарку к себе, обнимая ее, будто это могло спасти ее жизнь. Ветеринарная клиника была недалеко, и, несмотря на дрожь от холода, Соня быстро доставила Герду к доктору Ивану, опытному и доброму специалисту. Он быстро провел диагностику, определяя, что у собаки сильное истощение и переохлаждение. Соня чувствовала горе и негодование за то, как Герда оказалась в этой ситуации. Ее сердце было полно вопросами о прошлом собаки, но Иван успокоил ее. «Не переживайте, она сильная. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ей». Соня кивнула, но чувство безысходности оставалось с ней. Она волновалась, как бы Герда не оказалась жертвой человеческой жестокости. В те дни, полные тревог, Соня часто вспоминала, как Герда смотрела на нее своими большими, полными страдания глазами. Она понимала, что это было невозможно забыть, и с каждым днем все сильнее желала узнать правду о том, что с ней произошло. Следующие дни Соня провела в ветеринарной клинике, наблюдая за восстановлением Герды. Каждый ее вздох стал для Сони причастием к надежде. Овчарка начинала проявлять признаки активности, шевелила хвостом и пыталась встать. Растворяясь в заботе о Герде, Соня решила, что должна узнать, каким образом Герда оказалась в этой трагической ситуации. Она начала свое расследование, собирая старые вещи, которые она нашла рядом с собачкой в клинике. Рваный ошейник, следы от удара на коже и несколько других предметов, которые не оставляли сомнений в жестокости, которую она претерпела. Каждый новый фрагмент ее анализа уменьшал свет надежды, и с каждым новым открытием Соня ощущала себя все более полной эмоционального бремени. Имея на руках улики, Соня решила обратиться к Никите, другу из местной администрации. Он был осведомлен о многих событиях в округе и мог помочь раскрыть тайну прошлого Герды. «Я постараюсь найти информацию о ней, но, если честно, шансы невелики», — сказал Никита, погладив ее по плечу. Позже он смог выяснить, что Герду забрала пара людей, но без адреса или телефона. Это только добавило вопросов к истории, и Соня решила, что должна встретиться с ними. Прошло несколько дней, прежде чем ей удалось найти их контакты. Она собиралась на встречу, полная решительности, но и страха. Страх того, что она может столкнуться с виновниками страданий Герды. Несколько дней спустя Соня встретила Илью и Машу, тех, кто забрал Герду.
Они встретились в парке, и Соня сразу почувствовала энергию жестокости от них. Они казались обычными людьми, но их глаза искрились недовольством и самодовольством. «Мы не знаем, что с ней произошло», — ответила Маша, когда Соня указала на Герду. Но горечь ее слов не скрывала правду. Соня ощутила, как злость вскипела внутри. «Почему вы оставили ее в таком состоянии?» На этот раз Маша не выдержала, и ее глаза загорелись гневом и паникой. «Это была ошибка, я не хотела ее мучить». Илья молчал, и это молчание выражало все, что нужно знать об их вине. Соня не могла сдерживать свои эмоции. Она понимала, что эти люди должны быть привлечены к ответственности за свои действия. Ветеринар позже сообщил, что Герда на пути к выздоровлению и вскоре сможет переехать к Соне. Эта новость окрылила ее. Она чувствовала, что наступает новая глава в ее жизни, и не могла дождаться того момента, когда сможет взять Герду домой. Когда настал день, и Соня забрала Герду из клиники, слезы радости наполнили ее глаза. С того момента они стали неразлучными, и настоящая жизнь лишь начиналась. Каждый день, проведенный вместе, стал настоящим подарком для обоих. Соня решила, что Герда не только станет ее компаньоном, но и будет полноправной частью ее семьи. Она начала составлять список занятий, которые они могли бы делать вместе. Прогулки по парку, совместное времяпрепровождение на участке и даже занятия спортом. Каждый момент, проведенный с новой любимицей, становился все более ценным. С течением времени кризис вокруг Герды стал известен в округе. Михаил, друг Сони, сообщил ей о том, что Илья был осужден на тюремный срок, а Маша получила условное наказание. Это стало для нее облегчением, справедливость наконец восторжествовала, и хотя это не могло полностью исцелить раны Герды, это сделало ее мир немного светлее. Соня понимала, что справедливость – это не только наказание, но и возможность для обретения новой жизни. Это давало надежду на то, что зло не всегда остается безнаказанным, что даже в самые темные времена можно найти силы бороться за тех, кто действительно нуждается в защите. Соседи стали неотъемлемой частью жизни Сони и Герды. Они приносили еду, одеяло в приют и поддерживали свою общину в это тяжелое время. Оля, одна из местных жительниц, даже организовала сбор средств для помощи Герде. Соня чувствовала гордость за свою собаку, которая умудрилась выжить и преодолеть все трудности. Каждая пожертвованная копейка становилась символом солидарности и надежды. Зарождающееся сообщество вокруг них показало, что даже самые простые поступки доброты способны изменить мир вокруг. С каждым днем дух единства только крепчал, и Соня понимала, что вместе они могут преодолеть любые испытания. Неожиданным подарком оказалась недолгая неделя, когда навела ее сестра Настя. Девушки провели много времени вместе, играя с Гердой, которая быстро становилась частью их семьи. Каждый смех наполнял дом теплом и радостью, и Соня знала, что эта неделя останется в ее сердце навсегда. Настя привнесла в дом новый свет. Они вместе готовили ужин, делились смешными историями из детства и вместе гуляли с Гердой в парке. Каждое мгновение становилось драгоценным, и Соня чувствовала, что их связь только крепнет. С приходом весны река снова наполнилась жизнью. Вода была чистой и отражала солнечные лучи. Это было время надежды и новой жизни. Соня и Герда встретились у реки в теплый солнечный день, где Герда подарила Соне семью, любовь и веру в добро. Тот день стал отправной точкой для них, и Соня осознала, что с Гердой все становится возможным. Краски весны добавили в их жизнь новые оттенки. По утрам они гуляли, наслаждаясь свежим воздухом и яркими цветами, которые начинали цвести вокруг. Соня чувствовала, как ее сердце наполняется радостью, и она готова была начать новую жизнь с Гердой бок о бок.
Возвращаясь по тропинкам жизни, Соня и Герда поняли главные вещи. Важно находить радость даже в малом. Каждое мгновение, проведенное вместе, стало основой их новой жизни, полной любви и ожидания. С помощью Герды Соня обнаружила, что ее предназначение связано с заботой о животных и помощью тем, кто в этом нуждается. Герда стала не только верным другом, но и вдохновением для Сони. Она начала работать в приюте для животных, спасая и помогая тем, кто оказался в бедственном положении. Вместе они организовали мероприятия по сбору средств для помощи животным, демонстрируя силу и единство своего сообщества. С каждым днем, с каждой новой встречей с испытаниями Соня и Герда становились все сильнее. Они открыли новые горизонты, исследуя мир вокруг и находя вдохновение в том, что каждый день может стать началом чего-то нового и волнующего. Каждый день приносил им новые приключения и испытания, но вместе они преодолевали все. С улыбкой на лице и с надеждой в сердце они смотрели в завтрашний день, зная, что вместе способны на все.